Добрый день, меня зовут Дарья Колпашникова, я сотрудник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Царицына. И сегодня мы с вами вместе прогуляемся по нашей постоянной экспозиции, которая называется «Искусство большого стиля». Нужно отметить, что, скорее всего, это не то, что предполагают увидеть наши посетители, которые приезжают в Царицыно впервые, ничего особенно не зная про наш музей-заповедник, про нашу территорию, потому что во дворце обычно люди хотят увидеть парадные интерьеры и историю этого места. Тем не менее, музей-заповедник Царицына был основан в 1984 году именно как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. И значительную часть нашего собрания составляют как раз произведения, которые были выполнены советскими мастерами в период с 1961 по 1991 годы. И коллекция эта действительно удивительная и беспрецедентная. У нас хранятся те объекты, которые создавались в основном для масштабных выставок, которые еще называли манежными. Многие из них приходили в манежи в Москве. Эти вещи делались на показ, были репрезентативными и показывали, с одной стороны, достижения различных направлений декоративно-прикладного искусства, керамики, фарфора, стекла, ткачества и так далее. И в то же время давали возможность художникам показать их самих и их видение тех или иных тем. Так получалось, что для каждой манежной выставки выбиралась какая-нибудь особенная, важная тема, темы, связанные с патриотизмом, с развитием спорта, с молодежью, с темой Родины и так далее. И очень часто в глазах знатоков искусства, в глазах современников, это искусство было несколько нарочитым и надуманным. К нему относились на протяжении многих лет пренебрежительно. Среди тем манежных выставок были, например, такие: «Искусство в быт», «60 героических лет», то есть выставка была посвящена памяти Великой Отечественной войны, «Молодость страны», «СССР, наша Родина», «Советский гобелен», «На страже Родины». Выставки могли быть посвящены физической культуре, образу Родины, родного края. Но все эти темы, так или иначе, должны были быть непосредственно связаны с какими-то полезными в быту предметами и применением уже существующих техник, таких как ткачество, фарфор, стекло, керамика и так далее, но в новом переосмыслении. И именно эти манежные выставки позволяли художникам экспериментировать, пробовать что-то новое и в своих произведениях давать перспективу для других мастеров, их современников. Таким образом, манежные выставки на самом деле являются для нас уникальным источником материала, который позволяет понять, насколько прогрессивным и разнообразным было советское искусство тех лет. Среди историков искусства и критиков было на протяжении долгих лет распространено несколько пренебрежительное отношение к так называемому манежному искусству, так как оно сделано на показ, под какую-то специальную заявленную тему. Но тем не менее нам кажется, что в силу уже достаточно большого количества прошедших лет пришло время посмотреть новым, свежим взглядом человека 2020 года на эти произведения, переосмыслить их и увидеть, сколь много нового опыта и новых смыслов содержат эти объекты, которые действительно достойны считаться произведением декоративно-прикладного искусства мирового уровня. И мы надеемся, что наша экспозиция «Искусство большого стиля», именно так, а не манежное искусство, мы предлагаем вам называть, мы предлагаем позиционировать произведения советских мастеров, созданных для манежных выставок. Мы хотели бы, чтобы вы открыли для себя что-то новое в наших залах. Перед нами комплект посуды, который называется «Русский», созданный художниками Шишкановым, в котором мастера объединили старую гутную технику, а также достаточно прогрессивную технологию создания пузырчатого цветного стекла. Таким образом, они предлагали переосмыслить традиционные объекты в достаточно узнаваемых, характерных формах, но в новом материале. А вам, как современным зрителям, я предлагаю оценить эти произведения на уровне объектов современного искусства, потому что действительно они представляют собой лаконичные, сдержанные формы,
в которых явно прочитывается уважение к культурному наследию. Комплект русский объединен с набором деревянной посуды, которая также выполнена с учетом старинных техник, но их лаконичные формы, сдержанные и массивные, безусловно, отсылают нас к объектам современного искусства. И все вместе можно рассматривать как сюиту, посвященную образам русского прикладного искусства на протяжении столетий. Даже в рамках определенной темы, заявленной манежной выставкой, художники, тем не менее, находили пространство для интерпретации и для рефлексии. И некоторые произведения действительно наполнены глубоким философским смыслом. Характерным примером тому может быть декоративная композиция «Русь, XV век», выполненная художником Козловым. В этой работе художник использует достаточно сложные техники. Это шамот, запекание с солями, запекание с глингольцем, которое позволяет создать эффект иконы, поврежденные временем, поврежденные войнами и другими событиями, которые пережила вся страна на протяжении XX века, и каждый человек в частности. Это не просто декоративное панно, это сложное заявление, которое художник выполнил в одновременно сложной технике и во всем знакомом, хорошо доступном материале. Тема сохранения памяти, необходимость рассказывать об ушедших временах и в то же время рефлексировать по отношению к тому, что происходило во время, в которое жили мастера, все это отражается в тех произведениях, которые были созданы для, в том числе, манежных выставок. Композиция «Реставрация» керамиста Задорина, в которой художник объединяет тему идеологического давления и все же сохранения веры в любые времена, а также образов, которые характерны для искусства периода авангарда в России. Обратите внимание на красные вкрапления и золотые и алые квадраты, которые одновременно напоминают и о кровавых всполохах, а также об узнаваемых линиях искусства кубизма и конструктивизма. Перед нами сервиз «Цветущий кобальт», который был сделан в 1969 году на Ленинградском фарфоровом заводе. И я думаю, что каждый из вас хорошо знаком с техникой гжели, ее характерным кобальтовым оттенком и цветочными узорами, орнаментами. Тем не менее, художник Городецкий предложил совершенно новое прочтение характерных линий гжели и позволил этому искусству обрести новое звучание в XX веке. Каждый предмет, входящий в этот сервиз, по-своему рассказывает о теме цветения. Вы можете обратить внимание на лепные элементы, украшающие некоторые из объектов, которые как раз по-своему процветают. И те самые линии гжели, которые обычно узнаются по четким, упругим линиям, здесь как будто бы расплываются, находятся в мареве и тем самым по-своему привлекают внимание зрителя. Темы молодости и спорта обладали неизменно высоким значением в молодом советском государстве, и на протяжении всех его лет сопутствовали идеи динамичного, движущегося вперед развитого социализма и неоднократно получали свое отражение в произведениях художников, скульпторов, керамистов и также становились темами манежных выставок. Некоторые из произведений, которые были созданы в те годы, могут показаться смелыми и прогрессивными даже в наши дни. Попробуйте догадаться, для чего предназначались эти объекты. На самом деле, это были кубки, сделанные для награждения победителей в спортивных соревнованиях по фигурному катанию, альпинизму, парашютному спорту и так далее. Проекты кубков, выполненные из мельхиора, латуни и других недрагоценных металлов, напоминают модели футуристичных небоскребов и в то же время отвечают эстетике модернизма. Тема покорения космоса захватывала умы и сердца всех людей на протяжении всего прошлого века, да и сейчас она остается по-прежнему актуальной. Но
Для художников 60-х, 70-х, 80-х годов это была возможность выйти за пределы строгой идеологической диктатуры и рассказать о мечтах о космосе, о снах, которые появлялись после прочтения фантастических романов. С одной стороны, потрясающее развитие технологий, героические подвиги людей, которые первыми осваивали пространство космоса, с другой стороны, надежда на покорение всей Вселенной. Все это можно увидеть в произведениях художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. И целый зал нашей экспозиции «Искусство большого стиля» посвящено именно теме Земли и космоса. Динамичная композиция «Наша звезда» из цветного и бесцветного хрусталя изображает одного из самых любимых советских героев Юрия Гагарина. Созданное на Гусевском хрустальном заводе лаконичное произведение напоминает своими формами и пропорциями классическую каналированную античную колонну, которая держит на себе весь мир, воплощенный в образе Юрия Гагарина, который как раз был первым, кто увидел нашу планету из космоса. Прибалтийская школа ткачества отличалась особенной свободой в использовании различных форм и материалов. Обратите внимание на этот гобелен «Старт», в котором мастер использует и смелые разрезы, и нетрадиционную форму для гобелена, и динамичные формы с яркими блоками цвета. Настоящий старт. Советское декоративно-прикладное искусство, несмотря на его утилитарные задачи, те важные решения, которые стояли перед ним, все равно всегда оставалось искусством идей. И именно в области декоративно-прикладного искусства мастера позволяли своей фантазии, своему творчеству максимально широко развиваться. Некоторые из предметов, входящие в декоративную композицию, которая называется «Лесная», но, наверное, у каждого зрителя может появиться свое прочтение этих необычных фантазийных форм. В этих объектах сочетается прогрессивное сульфидно-цинковое стекло, которое совсем недавно было открыто, и старая традиционная гутная техника. Еще одно произведение нашей экспозиции «Большой стиль», которое можно рассматривать как сложное абстрактное полотно, гобелен, который называется «Первый снег». Первые вкрапления белого искристого снега на уставшей коричневой почве, все это художник передал, обращаясь к различным техникам ткачества. Для создания этого гобелена были использованы шерсть, лен, полиэтиленовое волокно, бисер, а также старая исконная техника ручного ткачества. У многих, кто впервые смотрит на эту витрину, появляется вопрос: а разве это искусство? Безусловно. Перед нами произведение, несколько комплектов посуды, созданных Светланой Бескинской, и они были результатом ее знакомства с самыми современными техниками и формами, которые демонстрировались на ряде выставок американского и чешского стекла в Москве. Эти комплекты вы могли видеть, возможно, даже у себя дома или дома у ваших бабушек. Они стали предметами достаточно обыденными, но мы предлагаем вам посмотреть на них свежим взглядом. Эти лаконичные, отточенные формы, сдержанные оттенки и радостные, но ни к чему не обязывающие принты были абсолютно новым словом в быте советского человека и остаются значимыми произведениями искусства, отражающими идеи и влияние своего времени даже в наши дни. Простой, но радостный комплект для гостиниц, который называется «Камешки». Лаконичный, предполагающийся для повседневного использования комплект «Домашний», выполненный в первой половине 60-х годов прошлого века. Аккуратный и строгий комплект «Полоски», воплощающий эстетику 60-х годов. Мы смогли посмотреть всего лишь несколько ярких произведений нашей экспозиции, но в залах нашего музея вас ждет еще очень много открытий и радостных встреч с произведениями, о которых вы даже не подозревали. Мы надеемся, что искусство большого стиля сможет для вас стать настоящим большим открытием.